Этот лев 2 года носил шину на своей шее. И вот, что с ним случилось дальше. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра! Алекс ехал по пыльной дороге ранним солнечным утром, когда прямо перед ним внезапно выскочил крупный лев. Мужчина резко ударил по тормозам, и машина остановилась в 3 метрах от зверя. Лев стоял посреди дороги, тяжело дыша, его густая грива была мокрой от пота, и Алекс сразу понял, что-то явно было не в порядке. Он медленно вышел из автомобиля, стараясь не делать резких движений, и, когда подошел ближе, то замер. На шее льва, словно странный ошейник, намертво сидела покрышка от внедорожника. Огромный хищник, мощные лапы, внушительная грива, благородная осанка. И эта черная, грязная покрышка, глубоко врезавшаяся в шею. Алекс вернулся к машине, вытащил бутылку воды, быстро разрезал ее ножом из бардачка пополам, налил воду в нижнюю половину и осторожно поставил перед львом. Тот сделал шаг вперед, попытался наклонить голову, но резко вскинул морду с коротким болезненным ревом. Алекс увидел, как из-под края покрышки проступила алая кровь, свежая, яркая. Тогда он заметил ржавый металлический корд, торчавший из надорванной резины и впивавшийся в шею каждый раз, когда лев пытался опустить голову. Вот почему зверь выскочил на дорогу. Он больше не мог терпеть, не мог нормально пить и есть. Острая проволока причиняла невыносимую боль при каждом движении. Алекс начал медленно обходить льва, но тот лишь напряженно следил за ним, не пытаясь убежать. Видно, силы оставили его. Покрышка глубоко вдавилась в кожу, образовав плотную борозду, и казалась неестественно тяжелой, словно бетонный хомут. Алекс попытался ухватиться за край покрышки и стянуть ее вверх, надеясь протащить через гриву, но лев резко мотнул головой, и Алекс упал на землю. Стало ясно, вручную ему не справиться. Он достал телефон, нашел номер местной службы спасения диких животных и позвонил. Диспетчер велел ему оставаться рядом, ветеринар уже выехал. Следующие 20 минут Алекс просто ждал, наблюдая за львом, который даже не пытался наклониться к траве у обочины, боль не позволяла. Наконец, по дороге подъехал пикап службы охраны природы, и из него вышел ветеринар по имени доктор Камеру. Он обошел льва, внимательно его осматривая, и тихо произнес: «Боже мой!» Он ходит с этим невероятно долго, шея вся стерта, шерсть вытерлась почти до кожи. Доктор достал шприц с транквилизатором, осторожно подошел сбоку и сделал укол в бедро льва. Через 5 минут тот еще стоял на ногах, но уже спокойно, с полузакрытыми глазами, будто дремал. Камеру попытался провернуть покрышку вокруг шеи, но она не поддалась ни на миллиметр. «Она застряла намертво», — сказал он. Алекс спросил, почему она такая тяжелая, и ветеринар, заглянув внутрь, пояснил. «Грязь. Огромное количество грязи. Он таскал это на себе 2 года, может, больше. Туда набилось все — земля, сухая трава, ветки, мох, песок. Все это спрессовалось почти как бетон. Камеру попытался разрезать край покрышки ножовкой, но вскоре остановился. Внутри стальной корд. Ножовка его не берет. Нужны гидравлические ножницы. Я вызову пожарных». 20 минут ожидания тянулись бесконечно, и Алекс боялся, что действие транквилизатора закончится раньше, чем придет помощь. Наконец подъехала пожарная машина, из нее вышли 2 пожарных и вынесли тяжелые гидравлические ножницы, те самые, что используют при автомобильных авариях. Пожарный давил на рукоятки изо всех сил, послышался скрип металла, и затем сухой громкий щелчок, корд лопнул. Но покрышка все еще держалась.
Пожарный переставил ножницы на другую сторону, снова надавил, и раздался второй щелчок. Покрышка треснула пополам. Камеру и пожарный схватили половинки, развели их в стороны и сняли хомут с шеи льва. Тяжелая резина упала на землю с глухим ударом. Один из пожарных попытался поднять половинку одной рукой, еле оторвал и присвистнул. Она чудовищно тяжелая. Алекс вспомнил, что в багажнике лежит рыболовный безмен. Принес его, и они взвесили обе части. Вместе 19 килограмм. Камеру осторожно провел рукой по шее льва. Шерсть была стерта почти до кожи, виднелись глубокие борозды, кожа красная и воспаленная, но не кровоточащая. Он промыл раны антисептиком прямо из бутылки, затем нанес толстый слой заживляющей мази. Раны старые, но не инфицированные. Ему повезло. Сказал он, сделав еще один укол. Антибиотик для профилактики. После этого ввел антидот, чтобы вывести льва из седативного состояния. Через пару минут тот начал чаще моргать и медленно поднимать голову. Алекс затаил дыхание. Лев осторожно наклонил морду к небольшой луже у обочины и начал пить. Он пил долго, жадно, будто впервые за много недель мог сделать это без боли. Потом поднял голову, повернул шею влево, затем вправо, словно проверяя свободу движений, подошел к тени одинокого дерева и начал вылизываться. Камеру улыбнулся. Он впервые за 2 года может вылизаться. Все стояли, улыбаясь, наблюдая это трогательное зрелище. Лев встал, повернулся к людям, несколько секунд смотрел на каждого по очереди, будто запоминая их лица, затем коротко фыркнул, развернулся и пошел в саванну. Не в панике, а спокойно, уверенно, высоко подняв голову. Один из пожарных подобрал обе половинки покрышки и спросил, как он вообще ходил с этим столько времени. Камеру покачал головой и объяснил. Кто-то выбросил эту покрышку в заповеднике. Скорее всего, лев надел ее на себя еще молодым самцом, когда грива была маленькой. Тогда покрышка легко прошла, но когда грива выросла, он уже не смог ее снять. 2 года грязь накапливалась внутри, делая хомут все тяжелее. А когда корт прорвался наружу несколько недель назад, он перестал нормально пить и есть. Каждый глоток причинял боль. Он вышел на дорогу в последней попытке найти помощь. Еще 2-3 дня, и его сердце могло бы не выдержать. Алекс стоял и смотрел вслед льву, пока тот не скрылся среди колышущейся высокой травы. Эта встреча длилась меньше 3 часов, но он знал, что будет помнить ее всю жизнь. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.